Всех приветствую на своем канале по вязанию. Меня зовут Лена. И в этом видео мастер-классе я покажу, как вязала вот такой вот кардиганчик на девочку на молнии. Это, наверное, первый из моих мастер-классов, который я сделала с подобным замочком. Вот. На возраст я его вязала примерно 3-4 года. Ростовка 98-104 сантиметра. Вязала я из пряжи Alize Lana Gold. Это полушерсть, 50% акрил, примерно соотношение 50 на 50 акрила и шерсти. В 100 граммах 240 метров. Код цвета 161. И этот цвет я очень часто использую в своих видео, поэтому я думаю, очень многие даже его запомнили. Вязала я на спицах 4-4,5, то есть достаточно такое плотное полотно. Так, давайте я сразу, наверное, буду рассказывать вам и по плотности. Плотность вязания 17 петелек в ширину. Высоту примерно 25,5-26 рядов 10 на 10 сантиметров. Вес изделия 300 грамм, около 300 грамм, там, по-моему, 280 грамм с чем-то, с копейками. То есть понадобится на такой кардиганчик вам 3 мотка. Вот. Резинки я выполняла на спицах номер 4. Основное полотно я вязала на спицах номер 4,5. Ширина изделия составляет 32, можно 33 сантиметра, где-то здесь примерно 32,5. Вот, за счет замочка даже чуть-чуть он будет пошире. Вот, и высота, длина изделия, я имею в виду, по спинке от воротника до низа изделия составляет 41 сантиметр. Пройма 14, высота проймы 14 сантиметров. Длина рукавчика 35 сантиметров. Высота капюшона 25 сантиметров. Ширина в самой широкой части вместе уже с кулиской составляет 22 сантиметра. А теперь давайте чуть-чуть по технологии. После того, как я определила ширину данного изделия, которое у меня будет, от переда я отняла 3 петли. У меня, сразу обращу на то внимание, у меня нечетное количество петелек для того, чтобы у меня начиналось и заканчивалось симметрично, то есть после кромочной и перед кромочной у меня были изнаночные петельки. И после того, как я связала резинку, перейдя на лицевую гладь, вот эти изнаночные резинки я сохранила. То есть у меня разница между петельками, спинками и петельками полочки составляет минус 3 петли. Уже потом я их делила пополам. И уже все основное полотно вязала. Вязать мы будем просто лицевой гладью до проймы. Потом вяжем детальки отдельно. Это наши полочки, спинка, петельки, как обычно, я оставляю открытыми. Затем плечевые швы соединяю с помощью крючка. Вот. И затем мы уже переходим с вами на капюшон. Капюшон я набираю, сразу хочу обратить на это внимание, на спице номер 4. И первый ряд по изнанке, точнее, он, наверное, я его вторым считала, я провязываю также спицей номер 4, чтобы чуть-чуть так поплотнее горловина сидела. Потом беру спицы номер 5 и, по-моему, с 3-го ряда я перехожу на вязание уже и узора, и при этом делая расширение капюшона по центральной части. Вот, смотрите, вот в этом капюшончике я решила еще сделать такое небольшое закругление. Ближе к концу, не доходя 8 рядов до конца, я убавляю петельки, то есть делаю такой небольшой скос. Также убавляю, забыла совсем сказать, на косички я делаю прибавочки обязательно, и их же в конце я убавляю обязательно. Вот, петли также оставляю открытыми, никакого шва петля в петлю здесь не будет, чтобы лишней мороки не было. Также соединяю по открытым петелькам с помощью крючка и вяжу вот такую вот
кулиску. Кулиску, сразу говорю, соединять будет чуть-чуть сложновато. Ну, не скажу, что сильно сложно, но фишка в том, что на моих мастер-классах обычно мы вязали такую кулиску на платочной вязке. Здесь очень легко. В каждую кромочную петлю набираем по петельке, и потом эту же петельку соединяем со второй полупетлей. Ну, в общем, с той же кромочной петлей мы потом ее соединяем. Там идет петля в петлю. Здесь же нам для того, чтобы составить разницу ширины кулиски с высотой капюшона, нам придется в некоторых моментах в кромочных делать прибавление. И потом уже соединить петля в петлю не получится, поэтому мы ее будем соединять с первой петлей вот этой лицевой. Они у нас здесь выглядят как изнаночные, а с изнаночной стороны лицевой. И вот мы со стеночками лицевых петелек будем соединять также с помощью крючка. Вот такой вот аккуратный шовчик у вас получится. Я очень подробно на этом останавливаюсь. Вот, поэтому, я думаю, у вас не возникнет никаких сложностей. Затем мы свяжем с вами шнурочек. Его можно связать и в конце. Шнурок я вяжу примерно на длину 120-130 сантиметров. Обычно это 4 сложения высоты капюшона. Чуть побольше, но это минимальное значение 4. Вот, я потому что люблю достаточно такие длинные шнурочки, чтобы они никуда не соскальзывали, не выскальзывали. По желанию можно завязать их на узелок, прикрепить бусинку. В общем, делать все то, что душа пожелает. Вот. Свяжем капюшончик и переходим с вами на рукава. Рукавчики у нас с вами повторяют узор капюшона. Но единственное отличие наших рукавов будет в том, что мы их будем вязать уже не снизу вверх, а сверху вниз. Поэтому у нас с вами поменяется чуть-чуть сам метод скрещивания петелек. Я тоже на этом очень подробно останавливаюсь. Также мы будем делать дополнительные прибавочки после даже набора по пройме. На этом я объясню как. И главное сделать эти же убавления в конце рукава. Вот. Рукав мы вяжем по кругу. Весь ход работы, сколько мы где набираем, где убавляем, я все подписываю под видео. То есть, если вы где-то пропустили момент, либо я что-то забыла сказать, вы всегда можете обратиться к вот таким подсказкам. Схемы. Косички, конечно, несложные. Вязала я их без каких-либо вспомогательных схем. Вот, поэтому подсказку я тоже оставлю. Она у меня будет находиться на моем канале по вязанию в Дзене. Вот, ссылочки также будут прикреплены. Там я оставлю схему и для вязания сверху вниз и снизу вверх. Вот эти перекрещивания я все распишу. Вяжем 2 рукавчика с вами, петельки закрываем. И вот мы переходим к молнии, которую я сама все долго это делала. Сразу скажу, молнию вы можете вязать не по моему мастер-классу. Есть очень большое количество видео, где подробно объясняют, как набирать петли, как соединять туда молнию. Я делала как душа велела, скажем так. Ну, я думаю, у меня достаточно все аккуратно получилось. Вот, смотрите. С помощью 2 спиц, с помощью обвития пряжи я буду набирать по кругу. То есть у меня это вот все будет вязаться по кругу лицевой гладью планочка. Всего здесь находится 3 ряда. В 4-м ряду я закрою все петли. Также я сделаю это и по 2-й планке. То есть все у меня симметрично. После этого обязательно стираем наши изделия. До того, как вшить в молнию, изделие должно принять уже свое исходное значение. То есть все петельки лечь ровно. Если он где-то потянется, растянется, он уже должен быть абсолютно готов. И только после этого мы начинаем вшивать молнию. Молнию я показываю, как вшить, точнее это делаю я. Вшивала я под вот эти подкосички кромочные, игла туда-сюда. Вшиваю я обычными нитками, не шерстяными, потому что я попробовала это сделать с помощью них. Мне показалось очень толстое шитье получилось. А так вообще буквально ничего не заметно. Вот
там можно чуть-чуть даже вот увидеть ниточку. Вот она проходит. Очень-очень частые петельки. Ой, извините, петельки, стежки у меня шли. Вот. Главное все это сделать ровно и симметрично. Вот. В этом, наверное, самая такая сложность молнии. Ее я не особо люблю делать, но меня попросили. Почему бы, думаю, и нет. Вот, ну, наверное, в ближайшие 5 лет я уже с ней связываться не буду. Вот, наверное, я полностью рассказала весь ход работы. И если вам понравится это данное изделие, вы захотите его связать, добро пожаловать на дальнейший просмотр моего видео. Он будет состоять из 2 частей. Вот, и давайте, наверное, приступать к вязанию. На одну спицу номер 4 я буду набирать 107 петелек. Набираю я самым обычным способом, не сильно затягивая ниточку. После того, как мы набрали нужное количество петелек, мы начинаем вязать резинку 1 на 1. Первую петельку я снимаю кромочную и начинаю вязать с лицевой петли. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Этот ряд я провязываю полностью за переднюю стеночку. После того, как мы провязали этот ряд, смотрите, его я буду считать за нулевой ряд. Теперь я переворачиваю вязание. Здесь у нас идет вот такая косичка, и именно с этого ряда я начинаю вести свой отсчет. То есть мы также продолжаем вязать резиночку 1 на 1. У меня теперь начинается после кромочной с изнаночной петли. И теперь петельки располагаются так, что мы изнаночную вяжем за переднюю стеночку, лицевую за заднюю петлю, полупетлю. То есть мы всегда провязываем петельки за правую стенку петли. Вязать резинку я буду на высоту 8 рядов. Если считать вместе с нулевым рядом, это будет получится 9 рядов резиночки. И мы также с вами снова встретимся. Уже будем переходить на лицевую гладь. Для этого нам понадобится спицы на пол размера больше, то есть 4,5. У меня провязано 9 рядов резиночкой, то есть 9 рядов это вместе с нулевым рядом по изнаночной стороне. Я остановилась на лицевой стороне, сменила спицы на номер 4,5. Длина резиночки примерно 3,5 сантиметра. И теперь мы переходим полностью на лицевую гладь. Спицы, еще раз повторю, это номер 4,5. Теперь мы, смотрите, будем вязать лицевую гладь, но петельки после кромочной и в конце ряда перед кромочной я также оставлю изнаночными. То есть я начинаю вязать первый ряд от резинки. Кромочную снимаем, вяжем изнаночную петельку и далее все петли вяжу лицевыми. Где у меня была лицевая, я провязываю за заднюю стеночку, где была изнаночная петля, провязываю за переднюю стеночку, также вывязывая лицевую петельку. Довязываем ряд до конца, не доходя последних 2 петелек. Совсем забыла сказать, как у нас делится полотно. На спинке у нас расположено 55 петелек, и по 26 петелек, включая кромочную, располагается на левой и на правой полочке. Мы доходим до конца ряда. И смотрите, вот у меня осталось 2 петли. Предпоследнюю петельку я также провязываю изнаночной петлей и провязываю кромочную. Переворачиваем вязание. Это начинается второй ряд от резинки. Смотрите, снимаем кромочную петлю, и после кромочной у меня будет идти лицевая петля. Дальше пойдет у нас полностью изнаночная гладь, которую мы провязываем изнаночными просто за переднюю стеночку. И в конце второго ряда, который идет по изнаночной стороне, ряд у нас будет заканчиваться лицевой
и кромочной петелькой. Итак, мы продолжаем вязать лицевую гладь до проймы. Вот, и не забываем, что у нас по лицевой стороне после кромочной и перед кромочной в конце ряда будет изнаночные петельки. Я провязала лицевой гладью 58 рядов вместе и резиночку 9 рядов. Это вместе с нулевым рядом по изнаночной стороне. В чуть вот таком растянутом виде у меня длина составляет 26 сантиметров. Теперь мы переходим на разделение спинки и полочки. Как вы помните, на полочках у нас с вами располагается по 26 петелек, на спинке 55 петелек. На проймы мы с вами закроем 4 петли, то есть 2 петельки с конца правой полочки, 2 петельки с начала спинки. Затем закроем в конце спинки 2 петли и 2 петли с начала левой спинки. Мы начинаем вязать 24 петли. Это вместе с кромочной. После того, как мы провязали полочку 24 петельки, мы закрываем с вами 4 петли. То есть 2 петельки, 1, 2, это мы закрыли петельки полочки, и закрываем еще 2 петельки, 1 и 2 с начала спинки. Закрыли первые 4 петельки на пройму, и смотрите, на спинке у нас с вами 55 петелек было, из них 4 петли уйдут на пройму, то есть 2 петли с начала и 2 петли с конца спинки. То есть сейчас вместе вот с этой петелькой мы с вами провязываем 51 петлю. 51 петельку в спинке мы провязали, теперь также закрываем 4 петельки. 1, 2, 3 и 4. И вот вместе вот с этой петлей на левой полочке у нас с вами должно остаться 24 петельки. Мы продолжаем их вязать. То есть вяжем только левую петлю. Для начала довязываем этот ряд до конца. Его я буду считать первым рядом от начала закрытия проймы. И во втором ряду, то есть у нас с вами остается также только 24 петельки. Довязываем до закрытия проймы, снова переворачиваем и продолжаем вязание. Всего мы с вами провяжем пока 26 рядов и начнем закрытие горловины. У меня провязано 26 рядов. Смотрите, на левой полочке мы начнем закрывать горловину с изнаночной стороны. То есть для этого мы еще раз провяжем с вами ряд, то есть 27. Но при этом мы не будем довязывать последнюю кромочную петлю. В 28 ряду мы закроем с вами первые 3 петли. Кромочная, обратите внимание, у меня не провязана. Ее мы накидываем на следующую петельку. Начинаем отсчет. 1, 2 и 3. Вяжем затем с вами 28 ряд до конца. Затем вяжем 29 и снова не довязываем последнюю кромочную. В 30 ряду мы снова закрываем с вами 3 петли. Кромочная последняя не довязана. Также ее накидываем на следующую петельку. Считаем 1, 2 и 3. Вяжем 30 ряд до конца и встречаемся с вами уже в 32 ряду. В 31 также кромочную не довязываем. В 32 ряду закрываем 2 петли.
1 и 2. Вяжем 32 ряд до конца. И нам теперь осталось закрыть 2 раза по одной петле. И это делать мы будем уже с лицевой стороны. То есть сейчас мы вяжем 33 ряд. И встречаемся в конце 33 ряда, не довязав последние 2 петельки. Нам нужно закрыть только одну петлю, поэтому смотрите, предпоследнюю петельку я переворачиваю так, чтобы ее можно было связать с последней петлей за переднюю стеночку. Так, в 33 ряду мы закрыли только одну петлю. Теперь мы вяжем с вами 34 ряд. В 33 ряду абсолютно также закрываем еще одну петельку. Точно так же переворачиваем предпоследнюю, провязываем ее вместе с последней. Все, это наши последние закрытые петельки. Всего у нас по горловине закрыто 10 петелек. То есть на плечевой шов у нас должно остаться 14 петелек. Мы с вами довязываем 36 ряд. И так как я буду закрывать петельки с помощью крючка, я отмеряю нить в 5 раз больше, чем закрываемый участок. 3, 4 и 5. Длина отрезанной нити составляет примерно 60 сантиметров. Теперь мы с вами возвращаемся на спинку и будем продолжать вязать ее. Для начала мы с вами проделаем такой небольшое изменение. Вначале мы с вами добавим одну петлю. Я люблю ее делать для того, чтобы закрыть вот этот прогальчик. Это можно, конечно, сделать уже при наборе петелек, но мне так более комфортно. Итак, смотрите, мы входим с вами под первую закрытую петельку и вывязываем петлю. Переворачиваем вязание. Это у нас начинается второй ряд от начала закрытия проймы. И мы эту петельку сразу провязываем вместе со следующей изнаночной петлей. То есть мы петлю добавили, петлю убрали. И вот этот прогальчик у нас исчезает. И мы с вами продолжаем вязать только спинку. Напоминаю, на спинке у нас с вами 51 петелька. И мы также вяжем спинку на высоту 36 рядов. То есть абсолютно прямое полотно. Петли я также оставлю открытыми. И также кончик нити я обрежу на длину 60 сантиметров. У нас получится с вами то, что на плечевые швы на спинке уйдет по 14 петелек на плечевые швы, и петли горловины, которые уйдут со спинки, это составляет 23 петли. Я провязала спинку также на высоту 36 рядов, оставила такую вот тоже длинную ниточку, нам она понадобится для соединения плечевых швов. По высоте проймы, я совсем забыла сказать, примерно 14 сантиметров. Вот. Можно даже сделать чуть побольше, буквально на пару рядов, но это на ваше усмотрение. Вот. Теперь мы переходим уже к вязанию нашей правой полочки. Также будем присоединять сначала новую нить. Мы это сделаем абсолютно так же, как и на спинке. Находим первую закрытую петлю, вот она, и создаем новую петельку дополнительную. Переворачиваем вязание. Это будет наш второй ряд от проймы. И сразу эту созданную петельку мы убавляем, то есть провязываем ее со следующей петлей изнаночной. У нас на спицах также должно остаться 24 петельки, и мы их вяжем на высоту 26 рядов. В петельки
закрывать под вырез горловины мы с вами начнем здесь с 27 ряда. У нас начинается 27 ряд по правой полочке, и мы также начинаем с закрытия 3 петелек. В первый раз я вот эту кромочную, она у меня будет провязанная. В последующем мы с вами ее будем не довязывать. Итак, я вяжу вторую петлю после кромочной по рисунку, то есть изнаночной, и накидываю предыдущую петлю. Это закрытая первая петелька, затем закрываем еще 2 и 3. В общем, у нас были закрыты первые 3 петли. Вяжем теперь 27 и в 28 ряду не довязываем последнюю кромочную. В 29 ряду мы снова закрываем 3 петельки. У нас кромочная была не провязанной, мы ее накидываем на следующую петельку и еще 2 петли нам закрыть. 2 и 3. Вяжем 29 ряд до конца, затем в 30 ряду не довязываем снова последнюю кромочную. В 31 ряду мы закрываем 2 петельки. 1 и 2. Вяжем этот ряд до конца, и уже в 33 и в 35 рядах нам останется закрыть только по одной петле. Закрывать мы будем абсолютно так же, просто недовязанную кромочную будем набрасывать на следующую петельку. Это у меня 33 ряд. В 35 ряду я повторю это действие с закрытием одной петельки. И довязав 36 ряд, я обрежу нить. Нить я уже буду обрезать не столь длинной, так как у меня уже на отдельных деталях есть эти ниточки. После того, как мы довязали все детали по отдельности на высоту 36 рядов от проймы, мы с вами будем соединять наши детальки. Смотрите, начну я соединять с правой полочки и спинки. Для этого я пересниму петельки так, чтобы у меня кончики смотрели в сторону проймы. Теперь вот так выворачиваю это все на изнаночную сторону, располагаю спицу с длинным хвостиком, на задний план ее отвожу. Передо мной полочка располагается. Крючок для соединения я всегда беру на полразмера меньше, чем основные спицы. Это позволяет мне соблюдать натяжение нити лучше. Снимаю первую петельку с ближней спицы, затем снимаю с дальней спицы, и вот эту петлю вытягиваю в ближнюю. После этого делаю дополнительную воздушную петельку. И теперь буду соединять одной петлей все 3 петли, то есть петлю на крючке и по петельке с каждой из спиц. Вхожу сначала в петельку с ближней спицы, затем в петлю с дальней спицы, и одной петлей соединяю все 3 петельки. Напоминаю, плечевой шов у нас состоит с вами из 14 петелек. После того, как я соединила вот эту первый плечевой шов, вот так ниточки я подзавяжу. И теперь я уже пересняла петельки так, чтобы кончики спиц снова смотрели у меня в сторону проймы. Теперь уже передо мной будет располагаться спинка, и от полочки идет уже удлиненный вот этот наш хвостик. Я просто напомню, как мы начинаем вязать. Мы снимаем петельку с ближней спицы, затем снимаем петлю с дальней спицы и вытягиваем ее. Затем создаем воздушную петельку, и только после этого начинаем соединять одной петлей все 3 петельки. Далее я продолжу вязать капюшон. Для этого нам нужно набрать будет петельки по вырезу горловины. Набирать я предпочитаю более тонкими спицами. А в дальнейшем снова продолжу вязание спицами номер
4,5. Пока я сменю их на спицы номер 4. Итак, мы начинаем набор с правой полочки. Как вы помните, у нас в начале были закрыты первые 3 петельки. Набираем их. 1, 2 и 3. Далее у нас снова будут закрытые 3 петельки, но первая из них, смотрите, имеет вот такую вот дырочку. Для этого, смотрите, мы будем сюда как бы входить 2 раза. Только первый раз мы войдем под косичку, а затем второй раз войдем под нее как бы в петлю самого уже изделия. То есть из одной петельки мы получили 2 петли и добираем оставшиеся 2 петельки. Далее у нас будет то же самое. Смотрите, у нас закрытых 2 петли далее будут. Мы сначала входим под косичку, затем в петлю самого кардиганчика и снова под косичку. Теперь 2 раза мы закрывали по одной петельке. Также теперь из каждой петли мы будем получать 2. Под косичку, в петлю самого изделия. Под косичку второй раз и уже в петлю самого изделия. До плечевого шва, не доходя, я также еще раз, подождите, что-то у меня, вот, еще раз я войду только не под косичку, а в петлю самого изделия. Далее у меня будет спинка, переход на спинку. Смотрите, вот этот прогальчик мы с вами сейчас закроем. Таким образом, мы находим соседний ряд с открытыми петельками и поднимаем 2 петли подряд, то есть верхнюю и нижние петельки. Первую петлю, что я подняла, я вот так переверну и свяжу ее скрещенной лицевой. Вторую петлю я разверну так. Смотрите, вот это мы петельку подняли, вот это первая открытая петелька на спинке. Ее я переворачиваю так и следующую петельку вот так, чтобы их можно было связать вместе за переднюю стеночку. Вот и все. Далее мы вяжем с вами открытые петельки. Всего их у меня 23, но последнюю из них я не буду пока провязывать. Вот я дошла до конца спинки. Вот она, последняя открытая петелька. Я ее также сюда пока пересниму. Нахожу наш соседний ряд и также поднимаю 2 полупетли, верхней и нижнюю. Первую я переверну таким образом, чтобы ее можно было связать с последней открытой петелькой за задние стеночки. И вот эту верхнюю петельку, что мы поднимали, провяжу скрещенной лицевой. Теперь мы с вами переходим на левую полочку. Набирать мы будем петли симметрично. Для этого я сначала, смотрите, нахожу, вот они, закрытые петли по одной петельке, которую мы делали, и я наберу из плечевого шва в петельку из плечевого шва дополнительную петельку. Как вы помните, там мы делали то же самое. Это просто минимизирует наш прогал. И, извините, вот она, эта петелька. И вот они, 1 и 2 закрытые петли. И теперь из петелек, которые мы закрывали по одной петле, мы набираем 2 петельки. Как вы помните, так как у нас они достаточно широкие. Смотрите, только теперь мы входим в петлю самого изделия сначала и только затем под саму косичку. И снова в петлю самого изделия и под косичку.
Далее у нас идут 2 закрытых петельки. Входим под первую косичку, затем в петлю самого изделия и снова под косичку. То есть из 2 закрытых петелек мы набираем 3 петли. Из 3 закрытых следующих петелек мы наберем 4. То есть в конце вот этой 3-й закрытой петельки мы входим в само изделие и только затем под косичку. И нам осталось с вами добрать еще 3 петельки. 1, 2 и 3. Таким образом мы набрали 55 петелек, по 15 петелек с полочек и 25 петелек по спинке. У нас было 23 открытых петли. Мы с вами поднимали с обоих сторон по 2 петельки, но не забывайте, что одну из них мы провязывали вместе с открытой петелькой. Вот. Теперь, смотрите, я еще раз провяжу ряд в обратном направлении, также спицами номер 4. Просто свяжу все петельки изнаночными. Затем я сменю снова спицы на номер 4,5, и мы с вами продолжим вязать капюшончик. При этом мы будем еще вывязывать небольшой рисунок. Итак, у нас с вами начинается 3-й ряд капюшона. Спица у меня номер 4,5. Сейчас мы начнем вывязывать по краям капюшона узор, состоящий из косы, и отметим здесь же в этом ряду, я имею в виду, по центру спинки 10 петелек. Вот. Для этого приготовьте 2 маркерочка. Вот. И теперь мы начинаем вязать. Смотрите, пока у нас 55 петелек, и на косичке мы с вами будем прибавлять 3 петли в каждую косичку. То есть из 5 петелек мы сделаем 8. Я снимаю кромочную и вяжу 2 изнаночных петельки. А так будет косичка смотреться более четко, выделяться. И далее мы вывязываем косичку. Смотрите, прибавочки я буду делать в 1-ю, 3-ю и 5-ю петлю. Вот так подцепаю ниже лежащую дужку у петельки, провязываю сначала ее, затем провязываю петельку со спицы. Снова 2-ю петельку просто провязываю. Теперь у 3-й петли снова поднимаю дужку, вяжу ее и провязываю петлю. 4-ю петельку снова провязываю и точно так же поступаю с 5-й петлей. И у нас должно на спице из 5 петелек получится 8 петелек. Далее мы вяжем 2 изнаночных петельки. Далее продолжаем вязать лицевыми петельками. Я сначала чуть-чуть видео оговорилась, потому что у нас, так как нечетное количество петелек, поэтому у нас будет не 10 петелек центральных, а 11. Всего вместе с прибавленными петельками у меня до центральных 11 петелек провязано 25 петелек. То есть это я считаю вместе с кромочной петлей. Теперь из вот этой первой из 11 петелек я делаю прибавку. Точно таким же образом поднимаю дужку, провязываю петлю. И уже после только того, как я сделала прибавочку, я вешаю маркер. И вяжу 11 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И отмечаю маркерочком центральные петельки. И вот только после этого я делаю прибавку. Точно таким же образом. Подцепаю ниже лежащую петельку и делаю прибавочку. Теперь
не считая этой петли, на спице у нас должно быть 22 петельки. Можете пересчитать. Вот, и это потому что 22, потому что мы еще не сделали прибавки в 3 петли на косы. Вяжем пока до косички, то есть не доходя до конца вязания 10 петелек, мы с вами встречаемся. Мы дошли в третьем ряду почти до конца, и смотрите, теперь повязываем косичку. Вяжем 2 изнаночных петельки и в первую и в третью петлю делаем прибавление. Также, то есть из 5 петелек мы с вами получаем 8. И затем снова 2 изнаночных и кромочная петля. В четвертом ряду мы с вами провязываем петельки просто по рисунку, как они у нас есть, где лицевая, вяжем лицевая, но они только у нас будут встречаться в самом-самом начале, то есть по краям от косичек. А в основном это у нас также продолжается изнаночная гладь. И встречаемся с вами уже в пятом ряду капюшона. Пятый ряд. До центральных 11 петелек у нас располагается по 26 петелек. Это с учетом всех прибавленных уже петель. И смотрите, в косичку мы также продолжаем вязать по рисунку. Пока скрещиваний никаких делать мы не будем. Также вяжем кромочную, 2 изнаночных, 8 лицевых, то есть коса у нас будет состоять из 8 петелек и 2 изнаночные. Далее мы довязываем с вами до центральных 11 петелек. Я дошла до них, маркерочек пока не переснимаю. Сначала я сделаю прибавку. То есть в начале этих 11 петелек я делаю прибавление, только после этого я вяжу петлю со спицы. Также подцепаю дужку ниже лежащую и провязываю ее. Теперь перекидываю маркерочек и провязываю 11 лицевых. Провязала их, снова перекидываю маркерочек и только после этого делаю в конце вот этих центральных петелек прибавление. Также подцепаю ниже лежащую дужку и провязываю ее. То есть вот эти центральные петли у нас всегда будут как бы нетронутыми. Все прибавления будут вязаться уже, мы провязываем как бы до них и уже после. Прибавления у нас будут все однотипные, на них я уже останавливаться не буду. Прибавочки мы делаем в каждом лицевом ряду. Прибавлять мы с вами будем 11 раз. То есть на общее число прибавок у нас составит 22 петли. Это я говорю только про прибавление вот по этим сторонам. Косички я не учитываю. А мы с вами уже встретимся чуть позднее, когда начнем делать первые скрещивания у косичек. У меня начинается 9 ряд от начала вязания капюшона, и теперь я буду делать первые перекрещивания у косички. В дальнейшем они будут все однотипными. Мы вяжем кромочную, 2 изнаночных. Далее 2 петельки мы снимаем, на дополнительную спицу оставляем за работой. Провязываем следующие 2 лицевые. И затем провязываем снятые 2 петельки. Теперь снимаем 2 лицевые, оставляем перед работой, вяжем следующие 2 петли и снова провязываем снятые
петельки. 2 изнаночных. Далее вяжем этот ряд. Не забываем сделать прибавление по центру нашего капюшончика. И встретимся уже в конце ряда. Я еще раз покажу, как сделать перекрещивание косички. Мы дошли до конца 9 ряда капюшона и повторим наше скрещивание. Первые 2 петли мы снимаем, оставляем за работой. Вяжем 2 петельки со спицы, затем провязываем снятые петли. Теперь снимаем петельки, оставляем их перед работой, снова вяжем 2 петли со спицы и провязываем снятые петельки. То есть сначала мы снимаем 2 петли за работу, вяжем 2 лицевые, а как бы у следующего 4 петелек мы уже эти 2 лицевые снимаем перед работой и довязываем наш ряд. Такие перекрещивания я буду делать через каждые 6 рядов. То есть сейчас у нас 9 ряд. Получается, следующее перекрещивание это будет уже 15 ряд, затем 21, 27 и так далее. Я постараюсь все ряды прописать, то есть оставить подсказки внизу под видео. И мы пока также продолжаем вязать капюшон, не забывая делать прибавки по центру капюшона, как я говорила. Прибавочек мы с вами сделаем 11. И после этого продолжаем просто вязать капюшон на нужную нам высоту. Уже подходя ближе к концу, мы с вами будем делать убавочки по этому же центру, поэтому маркировочки вы можете не убирать, не снимать, они нам еще понадобятся. Вот, так как убавлять мы также будем отмечать центральные петельки. Вот. Ну, пока продолжаем с вами вязать. Капюшон я связала на высоту 56 рядов. Это с учетом начальных первых 2 лицевых рядов, когда мы петельки набирали на спице номер 4 и провязывали их по изнаночной стороне. Вот рисунок, как вы помните, мы начали вывязывать только с 3-го ряда. Сейчас у нас будет начинаться 57 ряд. В чуть растянутом виде это у нас примерно 21-22 сантиметра наш капюшончик. Вот, и теперь мы сделаем по центру небольшое закругление из 8 рядов, состоящее, то есть мы будем делать теперь убавление по обе стороны от центрального сектора. По рисунку у нас также с вами продолжается наш узор. В 57 ряду как раз я буду снова делать перекрещивание. И после того, как мы сделали перекрещивание, мы приближаемся к центральному сектору из 11 петелек. Для этого до него мы не довязываем одну петельку, снимаем ее, не провязывая. И следующую петлю, это первая из 11 петелек, мы ее переворачиваем, чтобы правая стеночка была перед нами. Также поступаем и с петелькой перед ней. Маркер у нас сдвигается чуть правее. И провязываем эти 2 петельки вместе за переднюю стеночку. Теперь провязываем с вами петли, не доходя одну петлю до второго маркера. Ее я вот так снимаю, не провязывая. Маркерочек временно также сниму и провязываю ее вместе со следующей петлей, но уже за задние стеночки, то есть с наклоном налево. И теперь только повешу маркер. То есть между маркерочками у нас также остается
неизменное количество петелек 11. И мы с вами продолжаем вязать. Вот, убавления мы такие с вами будем делать еще 3 раза. То есть мы это сделали в 57 ряду, затем в 59, 61 и в 63 ряду. Затем мы свяжем с вами в 63 ряду мы с вами снова встретимся, так как мы убавим петли дополнительно в самих косичках, которые мы прибавляли в самом начале вязания, и убавим одну центральную петлю, чтобы количество петелек у нас стало четным. А так пока делаем убавление еще 3 раза. Если у вас что-то не получилось, в 63 ряду мы еще раз с вами остановимся. Я покажу убавление не только в косах, но еще раз в центральном секторе. Убавления будут у нас однотипными. У меня начинается 63 ряд. По нему, смотрите, у нас здесь должно быть скрещивание, перекрещивание петелек. Его я делать не буду. В этом ряду мы с вами будем убавлять наши петельки. Как вы помните, мы прибавляли 3 петли, их же мы убавим. Первую и вторую петлю мы провяжем вместе. Перед этим переворачиваем их так, чтобы правая стеночка петли была перед нами. И провязываем за переднюю стеночку их вместе. Третью петельку вяжем, четвертую, пятую снова вместе, шестую провязываем и седьмую с восьмой провязываем вместе. То есть из 8 петелек у нас снова с вами получилось 5 петелек. Доходим до центрального сектора. Не довязывая одну петлю, ее снимем. Маркерочек я все равно чуть подальше перекину. И переворачиваем первую из 11 петелек правой стеночкой перед нами, чтобы она была, и снятую петлю то же самое. Провязываем вместе эти петельки за переднюю стеночку. То есть, видите, у нас убавление идет с наклоном направо. И так как у нас с вами нечетное количество петелек по всему капюшону, мы с вами провяжем вместе петельки, расположенные примерно посередине этого сектора. Это шестая и седьмая петелька я провяжу также вместе за переднюю стеночку. Теперь уже не довязываем на одну петлю 11 и провязываем ее со следующей петлей после нее. Теперь у нас по центру остается только 10 петелек, так как дополнительно мы убавили одну петельку. Доходим с вами до косички и делаем здесь точно такие же убавления. Перевернув предварительно петли, мы провязываем вместе первую, вторую, четвертую, пятую и седьмую с 8 петелькой. Также получаем здесь только 5 петелек из всей косы. Вяжем 64 ряд. Мы довязали до конца наш капюшон. Теперь смотрите, я его делю пополам, то есть вот так вот вытягиваю леску посередине и располагаю так спицы, чтобы вот эта длинная нить, я ее не обрезаю, а сразу буду закрывать, ведя нить от клубка. Закрывать мы будем точно так же, как мы закрывали плечевые швы, то есть с помощью крючка. Крючок у меня номер 4. Я снимаю петельку с ближе лежащей спицы и вытягиваю петлю с дальней спицы. После этого я делаю воздушную петельку. И только теперь начинаю соединять по 3 петли вместе одной петелькой соединяю. Перед этим снимаю петлю перед собой, петлю на дальней спице и вытягиваю через них одну петлю.
таким образом мы закрываем все петельки до конца. После того, как мы закрыли все петли, я обрезала нить. И смотрите, у нас получился капюшончик чуть-чуть с таким скругленным. Наверху чуть-чуть он закругленный получился. Теперь мы с вами приступаем к его обвязке. Так как у меня здесь будет для него шнурочек. Обвязывать мы также с вами будем спицами номер 4,5. Набирать мы будем с вами в кромочные петельки. И смотрите, так как у меня будет 2 кардиганчика, это кардиган более маленького размера, на большом поступать мы будем также абсолютно идентично. Для этого на спице номер 4,5, смотрите, мы отступаем, вот за ниточку подергайте, вот эту первую кромочную петлю мы отступаем, и со второй кромочной петли мы начинаем набор. Набираем мы таким образом. Первые 2 петельки мы набираем подряд, а в 3-ю петлю мы делаем прибавочку. Сначала я вывязываю петлю за заднюю стеночку, затем снова под косичку. И снова 2 петельки подряд под косички набираю, и в 3-ю петлю делаю прибавление. Сначала провязав за заднюю стеночку, затем под косичку. То есть из каждых 3 петелек мы с вами будем получать 4 петли. Постарайтесь сделать так, чтобы петли у нас до вот этого вот шва и после него было одинаковое количество. Вот я дошла до шва, всего у меня набрано уже 40 петелек, я уже сделала прибавку в 3-ю петлю, если их считать по 3 петельки. И смотрите, в последнюю кромочную я добираю петлю. Все, вот он, шовчик. И после него я должна сделать все симметрично. То есть также 1 петля, прибавка, 2 петли, прибавка, прибавочка, петля. И начинаем на второй половине. Петля, прибавочка. И снова 1-я, 2-я петелька по 1 петельке и прибавка в 3-ю петлю. То есть до шва у нас набрано с вами 41 петля, и после шва также должна получиться у нас 41 петелька. Вот я набрала до конца наш капюшончик. Смотрите, также у меня идет, видите, прибавка и 2 петельки в каждую петлю. И до конца капюшончика у меня, когда мы его начали вязать, осталось, видите, 1 кромочная. Переворачиваю вязание. На спицах у нас с вами 82 петельки. И начинаем вязать изнаночными петельками по изнаночной стороне. По лицевой стороне вяжем лицевыми. То есть ничего такого здесь сложного нет. Всего нам нужно с вами провязать 8 рядов. Этот ряд изнаночный я считаю за 1-й ряд. И затем снова с вами встретимся. Мы должны остановиться на изнаночной вот здесь стороне. Кончик спицы будет. И мы его будем сюда подгибать. Также с помощью крючка. Я провязала вот такую планочку из лицевой глади на высоту 8 рядов. Это примерно около 3 сантиметров, 3,5. И теперь начинается самое интересное. Это соединение вот таким вот, чтобы образовался подгиб, куда мы можем ставить затем шнурок. Смотрите, соединять я буду также при помощи крючка. Я сейчас покажу основную технологию, как это сделать. И смотрите, вот идет такая
ровненькая, плавная линия красивая, но нам, к сожалению, она не нужна. Мы будем ее соединять вот с этим рядом. То есть, видите, 2 лицевых рядочка. И мы будем соединять вот с этими стеночками у лицевых петелек. То есть, минуя вот эту красивую ровненькую линию, мы будем соединять с петлями ряда первого, можно сказать, первой петли после кромочной. Так мы будем делать, потому что у нас петелек на планочке больше, чем самих кромочных. И под одну кромочную, если мы соединяем 2 раза, ну, у меня, не знаю, может, вы знаете какой-то способ, у меня, к сожалению, не получается. Итак, смотрите, подсыпая полупетлю, вот стеночку вот этой первой петли, я вытягиваю в нее петельку. И после того, как я ее вытянула, я делаю воздушную петлю. Это я делаю только в самом-самом начале. Затем пропускаю вот эту маленькую одну петельку и подсыпаю стеночку у следующей петельки, то есть через петлю. И здесь уже, смотрите, я соединяю 3 петли, то есть петлю со спицы, прохожу через полупетлю и соединяю с петлей на крючке. Далее мы уже петлю не пропускаем, а подсыпаем в следующую петлю. Соединили и снова в следующую, не пропуская петли. Все, 4 петли соединили. Почему мы так сделали? Как вы помните, мы сначала, когда поднимали петли, мы 2 раза вывязывали в каждую кромочную, а в 3-ю кромочную мы получали 2 петли. Поэтому, когда при соединении с вот этой первой петлей после кромочной, мы соединяем 1 раз петельку, затем пропускаем петлю, соединяем со следующей петлей, и потом 2 петли идут подряд. Далее получается, мы вот 4 петли соединили, как бы заново начинаем. Снова, видите, одну петельку маленькую я пропускаю, такое она у меня, видите, вот не особо ровненькие получаются, и соединяем 1, снова через петлю 2, а 3-я и 4-я петли у меня идут подряд. То есть вот эта маленькая петелька и вот эта чуть побольше. В маленькую достаточно иногда, так знаете, сложно ее подцепить. Поэтому иногда можно воспользоваться крючком чуть поменьше. Так, это 3-я петля и 4-я петля. И снова петлю пропускаю и соединяю 1, 2-ю петлю снова соединяю через петельку 2, и 3-ю, 4-ю я соединяю подряд, не пропуская петелек. 3 и 4. Присоединение вот этой вот планочки к самому капюшону с подгибом у нас осуществляется по одному и тому же принципу. То есть, когда я буду делать мастер-класс для большего размера, я уже там момент этот учитывать не буду. Скорее всего, я вставлю либо уже вот этот фрагмент, что я сделала, либо просто уже объясню, либо дам ссылку на этот мастер-класс. Вот. И далее мы соединяем капюшон по всей вот этой длине. Вот. Ориентиром может, конечно, для вас быть вот этот вот шовчик. Видите, сейчас я вам покажу. Вот они, петельки. И вот эта вот петля, получается, она будет до... Вот я провожу вот так вот диагональ. Ой, диагональ кое-что по прямой провожу. И вот она петля. И она у нас должна соединиться вот с этой петелькой до плечевого, до самого шва. Вот. То есть ориентиром может вам служить середина капюшона. И далее мы таким же способом
по тому же принципу соединяем остальную часть. Еще раз говорю, мы соединяем ее. Попробую вам показать вот так. Вот эта красивая линия, это кромочная. И вот наши 2 петельки. Здесь они у нас как раз выглядят изнаночными до косы. И мы соединяем вот под эти вот стеночки. То есть за верхнюю полупетлю. 2 раза пропуская через петельку, то есть петельку соединили, петельку пропустили, петельку соединили. Дальше 3 мы соединяем уже подряд. Вот эти, если у вас так же получается, как у меня, чуть-чуть, как бы они такого более меньшего размера, то мы 2 раза подряд и снова здесь пропустили и 3-4 подряд. Я надеюсь, достаточно подробно это вам объяснила. И дальше вы справитесь самостоятельно.